Приветствую, дорогие дамы и господа, с вами как всегда Гром, и в данном выпуске мы поговорим про снаряжение, как одевать героев. Это база. Бейст. Это база. Это вот база, Это база. потому что это основа, это, так сказать, база. Это именно самая такая база. Это база. Тут видно база. Это основа, базис. И как нам одевать так, чтобы что-то проходить. В принципе, данный видеоролик хорошо поможет людям, которые проходят 19 этажи до 20 этажей, которые вроде бы все есть, вроде герои как бы есть, вроде ролик посмотрел, но пройти не могу. Затронем тему всех сетов, вообще основных, именно базовых, особенно на старте игры. Поговорим про героев и поговорим про сеты, поговорим про именно статы, про основные статы и дополнители, кому что нужно. Я разделяю героев на несколько типов. Типы — это я называю именно героев, которые работают, хилов, которые работают у нас именно от атаки. Есть у нас хилы, которые работают от здоровья. Есть стрелки, именно я их называю соло, именно соло ДД, которые стрелки стреляют только исключительно в одну цель. Есть маги, допустим, которые стреляют, допустим, масс-маги, именно рассматривают все именно, так сказать, виды. Есть у нас танки, которые работают именно от здоровья, и есть танки, которые работают от защиты. Давайте посмотрим все вообще варианты. И вот последний дип, он такой самый интересный, это герои, которые работают в основном от скорости и от восстановления ярости, где мы пренебрегаем уже здоровьем, атакой, защитой и какими-то другими параметрами. Конечно же, в игре достаточно большое количество героев, есть, например, такие герои, как вдохновители, но в целом я их отнесу к классу именно хилов, которые работают от атаки, потому что в целом собираются они примерно почти так же, с небольшим изменением некоторых параметров, некоторых статов. Но в целом одежда у них будет приблизительно одинаковая. По крайней мере, стат, на который мы делаем акцент, он будет один и тот же. Давайте поговорим именно про хилов, которые работают от атаки. В первую очередь, когда вам выпадает какой-либо герой, чтобы понять, от чего он работает, от какого параметра, мы заходим в его навыки, смотрим базовые, в основном это в базовых, либо там в способностях, обычно это в базовых именно навыках, и мы видим, что исцеление зависит от атаки. То есть у нас чем выше атака у данного героя, тем больше он будет исцеление распространять на наших союзников. Есть, конечно же, такой параметр эффект исцеления. Мы его не добираем отдельным сетом, который у нас называется спасение. Вот такой вот данный сет, я вот именно про него и говорю, который эффект исцеления дает плюс 25%. Я не вижу в этом сете никакого смысла, потому что данный сет достаточно слабый. Вообще, в целом, в игре его очень сильно он слабый. Лучше взять, конечно же, такому герою сеты, например, бедствия. Это самый лучший сет, который есть. Естественно, дальше идут сеты воевода, например. Также дают атаку, плюс еще скорости добавить. В основном, герои, которые работают на скилл от атаки, им достаточно дать просто достаточное количество атаки, здоровья, чтобы выживать, скорость атаки, чтобы как можно чаще захиливать своих союзников, и эффект исцеления, не знаю, докидывают сотку, но в целом я бы на вашем месте, если мы говорим про именно начало игры, и именно то до 19 этажей, у вас не получится дать много здоровья, много атаки, много СА и при этом еще эффект исцеления накинуть. Естественно, у вас таких шмоток не будет, поэтому делайте упор в начале игры всегда исключительно на большое количество атаки плюс скорость атаки. Если герой умирает, занижайте параметры атаки и СА немного, при этом дав чуть-чуть ОЗ, чтобы герой уже выживал. Естественно, потом, когда вы будете собирать шмотки, вы находите все вещи с, допустим, каким-нибудь эффектом исцеления. То есть ваша задача, допустим, найти в идеале на героя саппорта от атаки работающего сет бедствия, допустим, да, вы берете в допах бонус атаки, эффект исцеления, скорость атаки и, естественно, здоровье, чтобы герой выжил. То есть эта вот вещь очень неплохо подойдет к герою, который саппорту, который работает именно от атаки. Все, в принципе, про это поговорили, то есть понятно. Сеты мы одеваем, допустим, бедствие. В правую сторону достаточно много выбора. Если мы говорим про вещи Т1, то, конечно же, наверное, сет Асклепия. У меня его, к сожалению, нету. Данный сет фармится на рейд снаряжения 3. Начиная с 14 этажа мы можем фармиться с Асклепией. Асклепия нам дает 10% уже ОЗ. Это как раз таки даст нам выживаемость героя. Но вещи мы собираем именно с основным параметром бонус к атаке. А в допах уже добираем все остальное.
Плюсом здесь также имеется эффект исцеления плюс 20%. К сожалению, в других сетах нету ничего более полезного для саппортов, если только родник магии, опять же, но в целом обычно собирается все-таки зачастую асклепий. Естественно, из рейд снаряжения 1 на героев саппортов подойдут. Это либо бедствие для героев, для саппортов, работающих от атаки. Можно сет вихря, чтобы дать больше скорости, но при этом в допах добирайте атаку. Ну и, конечно, сет силы жизни, если у вас саппорт работает от здоровья. Это немножко мы так затронули саппорта. Плюсом, давайте еще как раз таки поговорим про второго вида саппорта, это работающего от здоровья. Также заходим в базовые навыки, и мы видим, что исцеление зависит от ОЗ. То есть наша задача повышать как можно больше ОЗ. Дальше повышаем скорость атаки, повышаем эффект исцеления, и уже там смотрим уже в основной ярости, можем докидывать или нет. То есть нас интересует именно раз параметр, скорость атаки и эффект исцеления. Мы не делаем крит шанс, крит урон, никакой защиты, никакой атаки, никакой автовосстановления ярости, там, и ничего другого мы не ставим. Только 3 параметра, которые нас интересуют в основном. Можно еще установление ярости, конечно же, можно в целом, почему бы и нет. Лишнее будет, если есть, окей. Допустим, сюда же у нас подходит сет силы жизни, который нам дает плюс 25 от ОЗ. Это если самый такой базовый вариант, именно сет силы жизни. Естественно, есть выше у нас уже астральный страж, которого у меня нету, который дает нам еще больше. Но в целом, если мы говорим до 19 этажей, то это, конечно, сет силы жизни. Как-то в одном из видеороликов я советовал вам сайт Фастидиуса. Фастидиус, если что, это другой блогер, там англоязычный, я не помню, какой он, из какой-то страны. А суть в том, что здесь вы можете героя смотреть, на кого что одевать. То есть мы находим какого-нибудь героя, допустим, вот нам нужны трон севера, мы здесь ищем, допустим, нашего Вортекса, вот мы видим Вортекса, вписываем название героя на английском языке и находим. Дальше открываем героя, открываем вкладку Builds, и мы видим, какие вещи сюда мы одеваем данному герою. Естественно, это, если что, не реклама данного сайта и данного блогера, просто сайт достаточно полезный, и я бы его вам, на самом деле, советую использовать. Здесь мы видим, что когда вы играете до 19 этажей, мы одеваем сеты вихря, сет асклепий. Если мы уже с 19 по 21 мы одеваем данные сеты, и с 21 мы одеваем уже данные вот эти сеты. Естественно, мейн статы, которые мы даем, это хп, атак процент и хп. То есть это основные параметры. Атак спид, хп, хил реген и что-то там еще реген. Не знаю, не могу перевести. Ререген. Скорее всего, это говорится про параметр именно восстановления ярости или автовосстановления ярости, что-то такое, скорее всего. Если что, сайт добавлю в описании, можете заходить, нажимаем список героев в поиске, или же просто так находим нашего героя, который нам необходим, открываем вкладку Builds, смотрим, какие вещи из сета мы одеваем, смотрим параметры, которые качаем. То есть, если main stat везде написано так процент, значит можно давать все вот так процент. Если вы можете дать все вот так процент, плюс докинуть, скажем, крит шанс, крит урон и так далее, будет только лучше. Ну и, конечно же, ниже представлены артефакты, которые герои одеты. То есть, если вы можете дать этот артефакт, будет круто. Если у вас его нету, вы даете вот этот, если нету вот этого, вы даете вот этот. В целом, я думаю, все понятно. Если что, ссылочка есть. Не реклама, напоминаю. Просто полезный сайт, пользуйтесь. Дальше проговорим про героев, которые работают у нас от атаки. Это именно дамагеры, которые работают в соло-цель. Здесь уже разнообразие по сетам уже намного больше. Естественно, то есть, если у нас идет на саппортов обычно, скажем, асклепий и на тех, и на других в целом, то тут уже, естественно, мы начинаем уже более глобально смотреть, и у нас есть достаточно большое количество. Но в целом, самый, наверное, один из популярнейших сетов — это Ночной Ужас, который дает нам увеличение урона на 25% на 3 секунды после крит удара. Это нам говорит о двух вещах, что крит шанс должен быть с этим сетом 100%, и второе, наша скорость атаки должна быть не такая маленькая, потому что интервалка у стрелков, допустим, в соло цель идет 2 секунды, что будет достаточно, а если мы говорим, допустим, про магов, про масс-магов, про магов, то у них интервалка в атаке будет 3,5, и нам нужно ее занизить, чтобы герой чаще выстреливал, чем раз в 3 секунды, потому что тогда, если у него будет удар в 3,5 секунды, то получается данный сет работать в целом-то не будет. Но, конечно же, мы можем выбрать не только Ночной Ужас, мы можем выбрать и также сет, допустим, Рок, неплохой сет, который урон по одной цели плюс 18%. Очень неплохой сет, самый такой базовый. То есть наша задача данных героев, любого героя атаки, маги, масс-маги, соло-ДД, масс-ДД, которые все работают, любые герои, которые работают у нас от атаки,
мы им собираем именно основной стат атак процент, то есть атаку сюда даем. Во вторую очередь мы даем скуп крит шанс, 100% выше не обязательно, меньше можно дать, но желательно чуть-чуть, то есть старайтесь делать около 100%. Естественно, третий мейн стат, который должен быть у вас прокачан, это идти скорость атаки. И уже в четвертую очередь делать крит урон. Делать крит урон в огромном количестве не имеет смысла, если вы, допустим, играли в Raid Shadow Legends, где мы собирали огромное количество крит урона. К сожалению, здесь так не работает. Идеально это вообще, допустим, дать, скажем, 10 тысяч плюс там атаки, 100 кэша. Пускай скорость атаки будет, допустим, 200, как здесь, да, может быть, кто-то 300 даст, я не знаю. И крит урон пускай будет плюс 150%. В целом, герой будет очень прекрасно уже себя чувствовать на многих моментах. Естественно, есть герои разные. У кого-то база большая, у кого-то база маленькая, где-то атаку можно разогнать, где-то нет. Потому что даже то же самое Ионки, у него уже база идет 3,5. Естественно, у Аура 5 звезд, но у него, сами видите, база прям маленькая, что до ужаса. Тот же самый герой Дрога, который тоже 5 звезд, при этом с базой атаки в 1662 атаки всего лишь. То есть Аура на 5 звездах, естественно, имеет больше базовой атаки, потому что он стреляет в сову цель, Дрога стреляет в большое количество целей, до 10. Естественно, с ульты сносит еще больше, большие пачки, поэтому база у него низкая. У сова цели атака база будет чуть больше. Ну, и я думаю, что у магов, наверное, тоже база. Ну, в принципе, у них должна быть, возможно, база плюс-минус. Здесь надо посмотреть, потому что продвижение еще не сделано на 6 звезд, плюс не прокачано на 6 звезд. Когда будет прокачано, будет посмотреть потом на стриме, если что, глянем. То есть, в целом, я думаю, все понятно. То есть, героям атаки мы собираем атаку, крит шанс, СА и крит урон. Это 4 наших основных параметра. И вот как раз-таки вот тут решает один важный момент. Как собрать героев по типу магов, например, или вообще любого героя, чтобы проходить. Вот у вас вы его собрали, у вас тут есть, допустим, вы там собрали и крит шанс, и крит атаку, и, допустим, третью вещь вы дали крит урон, а не бонус к атаке. У вас вроде бы все статы есть, но почему-то герой не дамажит. Просто заменяйте все вещи, давайте на бонус к атаке. Это ваш основной будет момент, который даст вам победу вообще во всем. Что вам необходимо сделать? Просто нажимаете бонус к атаке, основной параметр, дополнительно крит шанс, крит урон. Если мы находим подобную вещь, я не буду говорить, что желтый, не желтый, без разницы, то есть в идеале, конечно, красный одевать, мы напяливаем. Смотрим дальше, у нас нету полного соответствия вещей, мы убираем крит урон, находим другую вещь, которая нам подходит. Допустим, это будет вот это. Я не говорю сейчас про вещи, которые у меня там, которые нам необходимы, чтобы здесь статы были вообще все идеальные. Мы, опять же, говорим про старт игры, и мы делаем как можно больше профита. Опять же, вот здесь у нас бонус атаки. Смотрим, где у нас еще больше. У нас здесь больше бонус атаки. Дальше, что нам нужно сделать? Естественно, нам нужно дать сет, который даст много атаки. Конечно же, убираем крит шанс. Смотрим, что мы можем дать. Бонус атаки. Вот у нас есть вещичка. Крит шанс, бонус атаки. Надеваем. И смотрим, у нас здесь вещичка, бонус атаки и крит шанс. Отлично, напялим. Итого у нас получается ионка, у которой уже 9500, почти 9600 атаки и 100 кэша. У нас нет крит урона, у нас не так много СА, но в целом наша задача поднять именно как можно выше. И именно, самое главное, бонус к атаке. Это решающий момент. Вы можете пренебречь крит шансом, но сделать очень много атаки. И поверьте, здесь герои дамажить будут больше, намного. Можете сами протестировать. Вы можете, допустим, ионки дать 8000 атаки, 100 кэша и чуть-чуть добавить КУ. Или же сделать 10 тысяч атаки и 100 кэша, и герой будет дамажить намного больше. В целом поговорили, то есть любые дамагеры, которые собираются, неважно какой это герой, маги, или физический урон, или магический урон, массовый ДД или не массовый, наша цель им повысить как можно выше атаку. После этого кэша, СА и крит урон. В целом это все понятно, это относится к любому дамагеру, но за исключением подобных героев по типу Мэри. Есть герой Мэри, который у нас одевается в скорость атаки и в восстановлении ярости. Как мы обычно одеваем, то есть левый сет мы напяливаем обычно сет вихря. Просто давайте, допустим, накину, какой у нас получится. Здесь цели нету. А дальше браслетик. Я, допустим, дал бы, с бонусом ОЗ, но дополнительные характеристики, что у нас были СА и восстановление ярости. Вот у меня такая вещичка есть. СА и восстановление ярости. Окей, напялим. В идеале же, конечно же, надеть сет по типу родник магии, но у меня его нету, поэтому буду одевать из того, что у нас имеется. Дальше. Амулет мы одеваем на скорость атаки. У меня, допустим, есть вот такая вещичка.
И, конечно же, само кольцо мы делаем на восстановление ярости. С допами, конечно же, на скорость атаки и выживаемость. То есть мы даем СА, ОЗ, защиту и так далее. Можно еще бонус к атаке зарядить. В целом плохо не будет. Вот такая у нас, смотри, получается. Естественно, можно левые вещи тоже сделать, одеть получше. Я, как вы сами понимаете, тут немножко не смотрелки одевать. Но, я думаю, найти можно. В идеале с допами на скорость атаки, восстановление ярости и так далее. Но вот такая Мэри уже будет намного лучше, потому что у нее с базового навыка замедляет цели, которые попадают. То есть чем чаще она будет атаковать, тем быстрее она, чем чаще она будет замедлять. Естественно, чем чаще она будет замедлять, тем быстрее она будет заливать себе ярость и, конечно же, будет чаще ультовать. То есть мы одеваем данную Мэри как героя контроля, который будет просто очень быстро и много замораживать, и также, чтобы как можно чаще ультовать, что нам позволяет высокую скорость атаки и восстановление ярости. От нее мы не требуем никаких дамагов, нам это не обязательно. Самое главное, чтобы она выживала и как чаще замедляла и ультовала. В целом такие и все. Дальше у нас идут типы именно танков. Есть танки от защиты, есть танки от здоровья. Самые базовые, которые мы можем сделать, опять же, мы прыгаем в навыки, открываем наши навыки. Здесь же у нас идет авто, вот допустим, у Олга. Опять же, везде смотрите, у кого-то в способностях, у кого-то в пассивных, у кого-то в базовых и так далее. Мы открываем авто, у нас навык. Это каждые 12 секунд создается щит, который может погодить урон, равный 50% его макс ОЗ. То есть, чем выше наше ОЗ, тем больше будет его щит. На данном примере у нас 13 тысяч хп. Значит, мы будем давать 6500 здоровья в щит. Щит создается каждые 12 секунд. И, естественно, чем больше у вас здоровья, тем больше щит. Вот в целом обычно так это и работает. С повышением навыка мы повышаем количество щита. У нас будет до 85%. Ну и, конечно, перезарядка станет 11 секунд. Поэтому Олгу мы не даем ни атаку, не даем защиту, скорость атаки, крит шанс, крит урон, эффект исцеления, восстановление ярости, автовосстановление ярости. Все вот эти вот вещи нам не нужны, вот эти все параметры. Только здоровье. Больше нам ничего не надо данному герою. Есть герои, танки, которые работают от защиты. Также мы можем открыть какие-либо параметры. Вот, допустим, у нас есть талант, класс продвижения 5, чтобы усилить. То есть на 5-м продвижении, у меня сейчас всего нету. Урон зависит от защиты. Базовая атака с 20% шансом восстанавливает 5% ОЗ. То есть данному герою мы повышаем как можно больше защиты, и герой просто будет больше урона вносить. Но все равно танков в основном мы одеваем в ОЗ, потому что это первый основной параметр, который дает им выживаемость. Естественно, если герой работает от защиты, значит мы даем ему необходимое большое количество ОЗ и даем защиту, пренебрегая всеми другими статами: атаками, скорость атаки, крит шанс, крит урон, эффект исцеления, восстановление ярости и автовосстановлением ярости. То есть в целом-то как бы все здесь достаточно просто. Даем один основной параметр, и этого достаточно. Давайте перейдем к теме именно сетов. Какие сеты мы собираем, с какими параметрами, на кого и зачем. Самые основные статы именно в рейд снаряжения 1, кроме сета спасения, я его в целом вообще не использую, и использовать, наверное, никогда в жизни не буду. Это силы жизни. Сет силы жизни одевается в основном на танков, допустим, Олг, Барон и так далее, вообще на любых танках, которые мы берем в игру. Дальше на саппортов, которые работают от здоровья. Дальше сет бедствия, плюс 25% от атаки. Значит, что мы одеваем его на саппортов, которые работают от атаки, ну и, конечно же, вдохновители, которые работают от атаки, и, конечно же, на наших основных дамагеров, то есть сет бедствия у нас идет всегда. Сет вихря. Сет вихря также одевается на любых саппортов, то есть это пойдет за место силы жизни или за место сета бедствия. То есть мы также одеваем сет вихря, потому что сет вообще стат скорость атаки для саппортов тоже очень важен, помимо его основного стата, который мы говорили, атака или же здоровье. Сет дикая мощь. Сет дикая мощь неплохой, который дает нам плюс 35% крит урона. Он берется, если у нас, допустим, нету лучших вариантов по сету бедствия, мы можем дать ему дикую мощь, чтобы дать крит урон. В целом, почему нет? Если мы добираем допами и основным статами бонус к атаке, скорость атаки, крит шанс и все остальное, то можем дать сет дикой мощи, если в дикой мощи в наших сетах есть неплохие статы, которые мы выбиваем. То есть, если мы выбираем дикую мощь, смотрим на статы, если вещи неплохие, оставляем, можно, в принципе, надеть сет, почему бы и нет. Дальше рейд снаряжение 2. Ну, я говорю, естественно, про
Это этажи 10, ну и, допустим, мы поговорим про 14 этажи, то есть что здесь. Здесь из самых таких очень интересных сетов это сет Стража. То есть мы уже можем танку одеть сет Стража плюс сет Силы Жизни. Прекрасные сеты, которые пойдут для начала из Т1 шмота на наших танков. Сет Пагубность. Атаку увеличить на 3%, игнорирует 12% защиты и сопротивления магии. Если у нас набирается сет, в целом тоже также оденем, мы можем на наших дамагеров, почему нет, атака увеличить на 3%. То есть героям, который работает от атаки, в целом таки пойдет. Увеличить носимый урон на 6% за каждого врага в пределах дальности атаки складывается до 5 раз. Сет Проклятие. Естественно, это пойдет на какие-то данжи, где очень-очень много врагов у нас впереди. Если данный сет мы одеваем и в пределах дальности у нас будет достаточно врагов, и также склад до 5 раз, то и получается, что данный сет нам прибавляет плюс 30% к наносимому урону. В целом эта вещь неплохая, в том случае, если у нас врагов много. Это по типу рейд снаряжения 1, рейд снаряжения 3 на героев, которые у нас стоят впереди, когда много народу. В целом, как бы как вариант. Но зачастую используется сет именно Ночной Ужас, потому что он увеличивает урон на 25%, сет Проклятие умножает на 30%, а сет Ночной Ужас на 25%. Меньше на 5%, зато стабильно после каждого крит удара. Естественно, для данного сета крит шанс 100% обязательно. Дальше сет Ледник после изучения бонус к атаке процент в размере 6% от макса УЗ. То есть чем выше здоровье, тем больше у нас атаки нашему герою. Редко кому сейчас используется, но в целом можно использовать в целом такие и на саппортов, которые работают от атаки, то есть им здоровье повышаем, атака прибавляется. Но на самом деле я очень редко использую. Напишите в комментариях, куда вы используете сет Ледника. Дальше сет Стикс, масса урон плюс 18%. Конечно же, наверное, Ночной Ужас будет получше, поинтереснее, но если у вас собирается сет Стикса, почему бы и не использовать на каких-нибудь масс-магов. Масс урон повышается на 18%. Возможно, подойдет и на героев, которые наносят массовый урон любого по типу, не знаю, довольно, скажем, посмотрим сет на Дрога. Да почему бы и нет? Мы видим, что приписка создает волны, града, стрел 10 радиусом, 2 плитки вокруг врага в радиусе действия каждая волна наносит 140% массу урона нескольким до 10 врагов. То есть мы сюда можем прибавить еще 18%. В целом, почему бы и нет, как бы. Ну и, конечно же, последний рейд снаряжения 3. Ассет Асклепия. Одеваем на любых саппортов, которые у нас работают от... То есть вообще выхиливают наших союзников. Первый стат, который будет макс УЗ прибавить плюс 10%, даст небольшую выживаемость. А эффект исцеления плюс 20 даст неплохую такую прибавку для того, чтобы выхиливать чаще наших союзников. Сет Интуиции. Шанс крита плюс 15%. Каждая базовая атака, нанесенная одной цели, нанесет доп урон в размере x10 уровня заклинателя. На самом деле, вот, если честно, я как-то не углублялся в этот момент вот этого сета. И, если честно, как бы не особо шарю, как работает за уровень заклинателя. То есть x10 плюс умножить на 60 это работает. В общем, немножко непонятно. Если что, пишите в комментариях, кто шарит прям офигенно за этот сет. Дальше. При использовании суперспособности урон увеличивается на целых 35% на 10 секунд. Сет, как бы, если у нас собирать, то в целом, как бы, можно надеть, почему бы и нет. Пойдет в достаточно большому количеству, я думаю, магов особенно. Ну, короче, часто используется, естественно, Ночной Ужас, как я уже говорил, потому что он более стабильный. Но если у вас он есть, почему бы и нет. Сет Рока. Урон по одной цели плюс 18%. Очень частный сет, особенно нам дается по испытанию Волки. Я в целом его использовал, особенно какой-нибудь Идриль можно одевать, почему бы и нет. При нанесении 5 базовых атак увеличивает урон на 25% на 6 секунд. Подойдет данный сет именно тем героям, которые очень высокой скорость атаки. В целом, как бы, одевать можно, но нужно понимать, что герой должен достаточно очень быстро дамажить. Радик магии. Автовосстановление ярости плюс 3%. Данный сет подойдет героям по типу жадности или Мэри. Сет Раскол увеличивает крит урон на 45%, если УЗ выше 70%. Если у нас герои всегда на подхиле, всегда с саппортами, и у них всегда больше 70%, то можно, в принципе, поднять данный сет, одеть и поднять крит урон. В целом, как бы, тоже как вариант. Если же у вас есть данный сет, и он достаточно с неплохими параметрами, вам нечем его заменить, но он есть, почему бы и нет. Естественно, не забывайте, что одевать можно солянки. Всегда есть вариант солянок, его он также
приветствуется, почему бы нет, но все-таки сет дает вам больше статов, поэтому старайтесь одевать сетами и добирать, естественно, дополнительные характеристики неплохие. Дамагера мы собираем бонус к атаке основным статом, в принципе, наверное, 99,9%. Допы мы ищем крит шанс, крит урон, скорость атаки, атака. Это в идеале. Если будет крит шанс и, допустим, крит урон, неплохо. Если у нас крит шанс ИСа, тоже неплохо. То есть 2 стата это неплохо. 3 стата офигенно. 4 стата это идеально вообще. Ну, естественно, все остальное будет зависеть от заточки. Но если у вас, допустим, есть какая-то идеальная вещь со всеми нужными параметрами, но она очень плохо прокнула, обязательно вешайте на нее замок. И потом в дальнейшем вы просто стараетесь ее уже добить молоточками. У нас есть такое улучшение самоцветами, где мы можем молоточками добить вещь до нормальных параметров. Вот такие у нас есть. Улучшение самоцветами называется. Здесь вы можете, если что, зайти и прочитать, что это вообще такое. Поэтому вещи с хорошими параметрами, 3-статки, 4-статки, обязательно всегда вешайте замок, сохраняйте. И в дальнейшем, рано или поздно, они вам пригодятся. Плюс, не забывайте, что у нас есть в игре литейный, ролик по литейной также есть, кстати, если что, вы можете поглядеть. У нас есть такая литейная, где мы можем вещи возносить. Допустим, сет бедствия, сет воевода. Поэтому вот это не забывайте. Поэтому, вот, допустим, сет воевода из сета бедствия был 25% атаки. А можно сделать, чтобы был 25 атаки плюс еще 3 ЦСа. Обязательно себе их сохраняйте, вешайте замочки. В дальнейшем, как-то рано или поздно они вам пригодятся. Это мы говорили про героев, которые работают от атаки. Естественно, данные вещи с основным статом бонус к атаке помогут и саппортам, которые работают от атаки. Ну и, конечно же, нельзя забывать про таких героев, как танки или саппорты, которые работают от ОЗ. То есть наша задача это делать, брать все в ОЗ с основным параметром, а в допы мы набираем, если танком, то бонус защиты, защита и ОЗ. Это, в принципе, основа. Если мы говорим про саппортов, то мы добираем сюда в допы скорость атаки, восстановление ярости, эффект исцеления. В целом будет неплохо. Ну и, конечно же, ОЗ. Просто флэт ОЗ. В целом, я думаю, проговорил. Надеюсь, я сказал все, что мог. Если кому-то данный видеоролик помог и как-то все-таки помог приодеть своих героев и что-то пройти, пишите в комментариях, что вам помог он. Это будет приятно для меня, что я этот ролик сделал не зря. Ну и, конечно, лайк, подписка, если вам понравился данный видеоролик и если вы хотели что-то подобное в будущем. Если вам необходима помощь в прохождении контента игры, пишите мне в личку, ссылка в описании на мой телеграм, договоримся о проходке. Ну а на этом все, жду вас на своих стримах и на следующих видеороликах. Пока!